Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 22 июля. Поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите нас, нам будет очень приятно. 22 июля Православная Церковь вспоминает двух святых мучеников Панкратия и Кирилла. И Панкратий, который Православная Церковь отмечает 22 июля, это епископ Тавроминийский, чья жизнь является ярким примером преданности и служения вере Христовой. Родившись в Антиохии, Панкратий воспитывался в семье, близко общавшейся с учениками Иисуса Христа. Его отец уверовал и стал одним из последователей Христа еще до его распятия, а особенно близок он был с апостолом Петром. Когда Панкратий достиг зрелого возраста, вся его семья приняла крещение в Антиохии. После смерти родителей он отправился в Понтийские горы, где и вел отшельническую жизнь, посвященную молитве и духовному самосовершенствованию. Однако его уединение не длилось долго. Апостолы Петр и Павел призвали его к активному служению и рукоположили в епископы города Тавромения в Киликии. На новом посту Панкратий с усердием взялся за дело просвещения народа. Всего за 1 месяц он воздвиг храм, в котором стал совершать богослужения. Его проповеди были столь вдохновляющими и убедительными, что число верующих быстро росло. Благодаря его усилиям практически все жители Тавремения и соседних городов приняли христианскую веру. Много лет Панкратий управлял своей паствой, неустанно работая над укреплением веры и духовным развитием своих прихожан. Однако его миссионерская деятельность вызвала гнев у язычников. В один из дней они напали на святого и забили его камнями до смерти. Мощи священномученика Панкратия покоятся в храме, названном его именем, который расположен в Риме. В этот же день Православная Церковь почитает и память священномученика Кирилла, епископа Гартинского, который жил при императоре Диоклетиане и его соправителе Максимиане. Святой Кирилл с юных лет отличался глубокой верой и преданностью Иисусу Христу. За свою веру он не раз подвергался преследованиям. Когда Кирилл предстал перед судом за свою веру, его бросили в темницу. Однако чудесным образом он был освобожден и отправился в Рим, где своей проповедью оказал значительную помощь церкви. Во время гонений на христиан он отправился в Иерусалим, чтобы поддержать дух местных верующих. По пути ему было велено остановиться на острове Крит, где он был избран епископом города Гартины. На посту епископа Гартины Кирилл многие годы неустанно трудился, обращая язычников в христианскую веру и укрепляя дух своих прихожан. Его проповеди и чудеса, совершенные им, привлекали множество людей к вере. Однако его миссионерская деятельность не осталась безнаказанной. В глубокой старости его снова арестовали и предали суду за проповедь христианства. Святого Кирилла приговорили к сожжению, но Господь чудесным образом сохранил его невредимым. После этого его освободили, но в возрасте 90 лет он снова был арестован и усечен мечом за свою веру. 22 июля православные христиане также отмечают церковный праздник в честь двух значимых икон Божьей Матери – Кипрской, Стромынской и Колочской. Эти иконы играют важную роль в православной традиции и почитаются за свои чудотворные свойства. Давайте подробнее рассмотрим историю и значение этих икон. Икона Божьей Матери Кипрская, также известна как Стромынская, имеет древнюю историю, связанную с островом Кипр. Согласно преданию, эта икона была написана святым апостолом Лукой, который был учеником Иисуса Христа и первым иконописцем. На Русь икона попала из Византии и быстро завоевала уважение и почитание среди верующих.
Икона Божией Матери Кипрская славится своими чудотворными свойствами. Многочисленные свидетельства подтверждают, что перед этой иконой люди получали исцеление от болезней, помощь в бедах и утешение в скорби. Особенно часто к ней обращаются с молитвами о здоровье и благополучии семьи. На Руси икона получила название Стромынская, так как одна из ее копий была установлена в Стромынском монастыре. Сегодня икона почитается во многих храмах и монастырях, где верующие могут обратиться к ней с молитвами. Другая икона Божией Матери, Колочская, появилась в XV веке в деревне Колочи, расположенной в Калужской области. Согласно преданию, икона была найдена на берегу реки Колочи пастухом, который заметил необычный свет, исходящий из земли. Когда икона была выкопана, ее перенесли в местную церковь, где вскоре начались чудеса. Колочская икона Божией Матери прославилась многочисленными исцелениями и помощью в различных нуждах. Люди приходили к иконе с верой и надеждой на избавление от болезней и бедствий. Множество свидетельств подтверждают ее чудотворную силу. Основное место почитания Калужской иконы – это Успенская церковь в деревне Колочи. Также эта икона почитается в других храмах и монастырях, где перед ней совершаются молебны и литургии. 22 июля выпадает, друзья, у нас именно понедельник. Нет поста однодневного или многодневного. Можно кушать любые блюда, в том числе и рыбу. В народном календаре 22 июля отмечается День священномучеников Панкратия и Кирилла. Этот день также был известен под названиями Черничник и Ягодник. Праздник связан был с созреванием черники, которую наши предки считали самой полезной ягодой. Традиции и обычаи, связанные с этим днем, отражают глубокую связь людей с природой и веру в ее целебные силы. В народном календаре День Панкратия и Кирилла получил название Черничник и Ягодник благодаря созреванию черники. В этот день было принято отправляться в лес для сбора этой ценной ягоды. Черника считалась самой полезной ягодой. Ее плоды использовали для улучшения зрения, лечения простуд, больных суставов, печени и желудка. Народная мудрость гласила: ягода черника уведет от живота лихо. Знахари готовили отвары и настой из ягод и листьев черники для лечения различных заболеваний. Черника применялась и при ревматизме, в болезнях желудочно-кишечного тракта и для общего укрепления здоровья. В этот день крестьяне отправлялись в лес собирать чернику. Считалось, что ягоды, собранные в Панкратия в день, обладают особенной целебной силой. На Панкратий в день было принято готовить варенье из черники и печь пироги с черничной начинкой. Эти угощения не только радовали вкусом, но и сохраняли целебные свойства ягод на зиму. На грядках в это время появлялись первые огурцы, а чтобы обеспечить хороший урожай, первый сорванный огурец закапывали в землю втайне от всех, веря в то, что это защитит урожай от неурожая. 22 июля знахари собирали лекарственные травы и засушивали их. Считалось, что травы, собранные в этот день, обладают особенными целебными свойствами и подходят для ритуалов любовной магии. Травы, собранные на Панкратий в день, использовались для приготовления настоев и отваров, которые помогали при различных заболеваниях и укрепляли здоровье. У наших предков было чему поучиться. Они умели внимательно наблюдать за природой и на основе ее поведения предсказывать погодные условия и урожай. День Панкратия Ягодника считался особенно важным для таких предсказаний. Если черника не созрела к 22 июля, это предвещало холодную осень. По состоянию ягод крестьяне могли предсказывать не только ближайшие погодные изменения, но и готовиться к зиме. Если в ночь на Панкратия луна была тусклой, ожидались дожди, которые могли продолжаться до конца июля. Ярко светящие звезды на небе предвещали грозу. Эти наблюдения помогали крестьянам готовиться к возможным непогодам и защищать свои посевы и урожай. На Панкратия и Кирилла крестьяне начинали подготовку бочек для засолки огурцов. Этот процесс включал в себя несколько этапов.
Деревянные бочки обязательно тщательно чистили золой и речным песком. Эти натуральные материалы помогали удалять загрязнения и старые запахи. После чистки бочки промывали в воде, чтобы удалить остатки золы и песка. Ну а чтобы полностью избавиться от старого огуречного духа, бочки сушили под лучами солнца. Солнечный свет и свежий воздух способствовали дезинфекции и подготовке тары к новому урожаю. В это время крестьяне активно занимались сбором черники. Ягоду ценили за ее вкусные и лечебные свойства. Черника, как вы знаете, улучшает зрение, ее часто употребляют для профилактики глазных заболеваний. Ягоды и листья черники использовали и для лечения болезней желудка и печени. Черника помогала при ревматизме и других заболеваниях суставов. Чернику сушили, чтобы сохранить ее лечебные свойства на зиму. Готовили варенье и другие консервации из ягод, чтобы использовать их в кулинарии и лечении в холодное время года. 22 июля хозяйкам полагалось испечь пироги с черникой. Этот обычай был не только гастрономическим удовольствием, но и символом богатого урожая и благополучия. К столу подавали черничные морсы, кисель, которые были не только вкусными, но и полезными для здоровья. В некоторых регионах существовала традиция готовить вареники с черникой. Это блюдо было популярным угощением, которое приносили в церковь и раздавали нуждающимся. Согласно народным поверьям, девушки верили, что если в это время им удастся собрать много черники и наесться ягод вдоволь, они станут еще красивее и удачливее. Черника считалась ягодой, приносящей здоровье, красоту и удачу. Праздник был наполнен многочисленными традициями, приметами и обрядами, связанными с природой и жизненным укладом наших предков. Если черника не успела созреть к Панкратиевому дню, это предвещало суровую осень. Изобилие черники означало, что зима будет очень морозной. Яркие звезды в ночь на 22 июля предвещали грозу. Ну а тусклая луна на небе указывала на скорое начало дождей, которые продлятся до конца июля. Закрытые в разгар дня лилии и кувшинки предсказывали дождь на следующий день. А вот шумящие лягушки предвещали солнечные дни, а их молчание – холодную погоду. Прыгающие над водой рыбы означали приближение дождя. На Панкратия и Кирилла свои именины отмечают Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат и Федор. Эти люди, как правило, отличаются честностью и порядочностью. Они привыкли держать свои обещания и благодаря сильной интуиции и умению предугадывать события и, соответственно, могут быть успешными руководителями. А вот сны, увиденные с 21 на 22 июля, имеют особую энергетику. Часто они бывают тяжелыми и тревожными. Те, кто увидели сны, могут сниться ссоры с окружающими или попытки разрешить внутренние конфликты. Однако такие сны не несут негативных последствий в реальной жизни, а служат способом очистки от накопившихся эмоций и переживаний. Праздник Панкратия и Кирилла принято было проводить тихо и спокойно, без ссор и конфликтов. Считается, что мирный день будет способствовать сохранению добрых отношений до конца года. Также этот день считался благоприятным для переезда. Существовало поверье, что переезд на Панкратия и Кирилла принесет радость и удачу на новом месте. Женщинам в этот день рекомендовалось уделить время себе и своей красоте. Это не только помогало им отдохнуть, но и порадовать окружающим своим цветущим видом. В народном календаре день Панкратия и Кирилла имел множество запретов и ограничений, связанных с верованиями и традициями наших предков. Соблюдение этих правил помогало избежать неприятностей и обеспечить благополучие на весь год. Поэтому 22 июля в этот день категорически запрещено было ссориться. Считается, что святые Панкратий и Кирилл могут наказать за конфликты болезнями и проблемами в личной и деловой жизни. Поэтому важно было решать все споры мирно и цивилизованно, без негативных эмоций.
Если к вам обращаются с просьбой о помощи, не отказывайте. В противном случае в будущем вы сами можете оказаться в сложной ситуации, с которой будет трудно справиться без помощи других, но никто не захочет вам помочь. В этот день нельзя перечить родителям, даже если они не правы. Лучше промолчать и избежать конфликтов. День должен пройти мирно, чтобы хорошие отношения с родителями сохранялись на протяжении всего года. Также есть особый обряд, связанный с первым огурцом нового урожая в этот день, 22 июля. Его необходимо сорвать тайно, чтобы никто не видел, и закопать в темном углу огорода. Считается, что это обеспечит хороший урожай огурцов в этом году. Тот, кто нарушит запрет, зимой останется без огурцов, и они не будут давать урожай. День Панкратия и Кирилла, первый огурец нового урожая, должен попробовать самый младший член семьи. Это обеспечит, что огурцы будут хрустящими и вкусными. А вот взрослым не рекомендовалось пробовать первые огурцы. Также в доме нельзя громко говорить и тем более кричать. Считалось, что на крики может прийти нечисть и начать вредить, бить посуду, прятать вещи или, что еще хуже, устраивать ночные кошмары. Вот такой, друзья, у нас с вами день 22 июля по народным приметам, традициям и обрядам. Мы надеемся, друзья, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас, не забывайте подписываться на наш канал. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами в следующем видео.